Что подразумевают врачи под патологическим набором веса? Это вообще диагноз? Есть действительно, значит, с одной стороны, это не диагноз. С другой стороны, мы должны оценивать набор веса женщины. И тут несколько таких маленьких нюансов. Первое. Сколько весила женщина до беременности? И если она, например, имела очень низкий вес, то есть ее индекс массы тела был даже меньше нормы, то нередко такие женщины чисто физиологически могут набирать больше. Все, наверное, знают Ким Кардашьян, которая вела свои вот эти как бы реалити-шоу, и она там показывала вот эти свои беременности и прочее. Она при беременности набирала 20-24 килограмма каждый раз, когда беременела. При этом она худенькая, она со временем теряла и опять, когда беременна, набирала. Это нормальное явление для худых женщин набирать больше, потому что как бы сама природа компенсирует. На что мы смотрим? Мы смотрим на размеры плода. И если размеры плода соответствуют норме, то, собственно говоря, мы особо не переживаем за размеры матери. Другое дело, когда женщина, например, отекает, вот появляются общие отеки и так дальше, ясно, что ее вес может повышаться. Женщина может не обратить внимания на отеки, особенно когда она имеет лишний вес, то есть она полненькая, и она как бы хоть и измеряет периодически этот вес, но, скажем, она не заметила, что у нее очень выражены отеки. Но вдруг, когда мы видим, что она приходит действительно реально отечная, она говорит, что у меня за неделю 1,5 или 2 килограмма внезапно, я чувствую себя не очень хорошо, мы можем заподозрить ряд заболеваний, тогда мы должны определить, то есть это норма, это, то есть получается, что здесь патологический вес, это будет, скорее всего, как симптом тех же отеков. И в таком случае мы как дополнение к нашему обследованию, а не как какой-то диагноз, который мы ставим, типа патологический набор веса. Патологический набор веса может быть, когда есть недовес. Вот есть женщины, которые, например, голодают или питаются плохо. Одни боятся фигуру потерять, другие не знают, как правильно питаться. Третьи голодают, потому что у них нет продуктов питания. Это особенно, кстати, очень много таких вот случаев в странах, вот этих развивающихся странах, Индия, Латинская Америка, там женщины голодают. Вот. В Африке очень много женщин голодает. У них будет патологический набор веса, то есть у них не будет вообще набора веса. И ребенок в таком случае тоже может страдать, потому что он недополучает от матери достаточного количества питательных веществ. У таких женщин могут быть дети с низким весом. Это не задержка развития плода. Чаще всего мы так и говорим, что низкий вес для гестационного срока. Или так и называем низкий вес, потому что дети маленькие тогда. Такие дети, конечно, имеют больший уровень заболеваемости и смертности, поэтому мы всегда боимся, если ребенок плохо набирает вес, и мы видим, что мама тоже нормально не питается, и тут важно понять причину этого недоедания, почему так случается, то есть по какой причине у мамы нет набора веса, то есть он не растет. Вот это с точки зрения веса. Остальную информацию по весу вы найдете у меня в книге «9 месяцев счастья», там все детально описано, поэтому, пожалуйста, смотрите.